Елена уже более 5 лет работала доктором в бригаде скорой помощи. Она любила свою профессию и очень трепетно относилась ко всем своим подопечным. Мама рано умерла, когда Леночка была совсем маленькой. Замужем Елена не была, да и детей не было. Так и жили они и вдвоем, уже с пожилым отцом в однокомнатной хрущевке. Можно сказать, что она посвятила жизнь своему призванию – помогать людям. А на романтику или семейную жизнь у нее просто не было ни минутки свободного времени. В этот день она ехала в машине со своим коллегой Иваном на поступивший вызов. «Лена, что случилось? Мне кажется, твои глаза выглядят очень грустными», – спросил ее напарник. Ее коллега был всегда к ней очень внимателен. Лена подозревала, что нравится ему, но сама не чувствовала ничего в адрес Ивана. Он для нее был как друг, брат, и не более. Отец немного приболел. Я беспокоюсь за него. Ему уже 73 года. Но все будет хорошо, я знаю. Ничего себе, 73 года. Да, это действительно солидный возраст. Надо себя беречь. Вот интересно, а сколько ему было, когда ты родилась? Елена призадумалась и начала считать. Кажется, ему было 43 года. А вот мама была на 20 лет моложе его. Она сильно приболела, и потом ее совсем не стало. Я ее совсем не помню. Извини, я не знал. А чем она болела? Если честно, то я даже и не знаю. Папа очень не любит об этом вспоминать. Когда это все случилось, мне было 2 года. С тех времен я ничего не помню. Знаю только, что ее звали Тоня. Спустя 15 минут бригада скорой помощи приехала на нужный адрес. Врачи взяли свои чемоданчики и отправились к квартире, откуда поступил вызов. Дверь открыла пожилая женщина и голосом, который срывался от волнения, сказала: «Скорее, спасите его, прошу вас. Я пробовала, но у меня никак не получается сбить ему температуру. Нужна ваша помощь». Врач прошла в комнату, где на кроватке лежал мальчик, на вид лет 6. Градусник показывал злосчастные цифры 39,5. Елена сделала ему укол и велела хорошенько поспать, а сама вместе с женщиной прошла в соседнюю комнату, чтобы заполнить необходимые бумаги. «Ваш педиатр приедет завтра, в первой половине дня, а сейчас мне нужен ваш паспорт и свидетельство о рождении ребенка», — сказала Елена. Доставая из сумки бумаги, она присела за стол и, чуть приподняв голову, застыла на месте. На стене висел портрет, с которого на нее смотрела молодая женщина, один в один похожая на нее. Было несколько отличий: прическа короче и фасон платья, который носили лет 15 назад. Также удивленно смотрел на лицо девушки с фотографией Иван. Елена, пребывая немного в смятении, сказала: «Прошу, принесите документы ребенка, и ваши тоже». «Извините, но Васеньку привезли пару дней назад. Все документы у его родителей. Есть только мой паспорт. Вот, держите», — сказала пожилая дама взволнованным голосом. «Хорошо. Скажите тогда свои данные по паспорту. Полностью, пожалуйста. Диктуйте, а я записываю. Еремина Антонина Петровна. 6 марта 1966 года». Елена потеряла дар речи. Все тело окаменело, и ручка выскользнула из пальцев. «Извините, как ваша фамилия?» — почти шепотом сказала врач. «Еремина Антонина Петровна». «А что-то не так?» — спросила бабушка. Холодная дрожь пробежала по телу Елены. Дело в том, что она носила точно такую же фамилию. Взглянув еще раз на портрет на стене, она спросила: «Прошу меня простить за такой странный вопрос. А у вас есть дочь?» Голос у Елены дрожал. Капля холодного пота сползла по лбу. Ноги стали ватными, а сердце вот-вот готово было выпрыгнуть из груди. После небольшой паузы Антонина Петровна грустным голосом сказала: «Да, когда-то у меня была маленькая дочурка. Но это было много лет назад, и мне тяжело говорить на эту тему. Пожалуйста, расскажите, что с ней случилось?» Умоляющим голосом вымолвила Елена. «Мне действительно важно это знать».
Пожилая женщина пристально посмотрела на врача и начала свой рассказ. Я была тогда совсем молодой. Около 23 лет мне было. Первый раз я поехала к морю отдыхать без семьи. Там на причале мы познакомились. Он был намного старше меня. Через месяц мы расписались, а через год родилась у меня прекрасная дочка. Жили все вместе, были счастливы. Но в тот злосчастный день мы немного поругались из-за какой-то ерунды. Я ушла прогуляться, чтобы немного остыть после ссоры. А когда вернулась, ни его, ни моей малышки не было дома. Я написала заявление в милицию, но там сказали, что отец имеет полное право на ребенка. И чтобы я ждала, нагуляется и вернется. Я ждала, но так никто и не вернулся. Через несколько лет я родила сына, который сейчас уже вырос и завел свою семью. Дослушав Антонину Петровну до конца, Елена молча встала и вышла из квартиры. Иван извинился за коллегу, да заполнил документы и выписал рецепт на случай, если температура вновь поднимется. Выйдя из подъезда, он увидел сидящую на скамейке у дома коллегу. Елена ревела взахлеб. Иван подсел рядом. Приобняв коллегу, спросил: «Почему ты ей ничего не сказала? Я видел тот портрет и слушал весь рассказ. Это же твоя...» «А что я должна была сказать?» — прервала его Лена. «Здравствуйте, кажется, я ваша дочь? А если это просто совпадение?» Лена, еще немного поплакав, успокоившись, твердо решила вечером расспросить еще раз своего папу. После работы Лена прямиком последовала в маленькую комнатушку к своему дорогому папочке. «Скажи, куда мне ехать к маме? Хочу цветочки ей принести и оградку покрасить», — требовательно сказала она. В глазах отца Елена увидела отблески испуга. «Доченька, столько лет прошло. Сейчас уж не найти», — дрожащим голосом ответил старик. «Надо ехать в другой город. У меня уже здоровья на это нет». «Хорошо. Скажи тогда, почему она в другом городе, если мы всю жизнь живем здесь? Чем болела? Где фотографии? Потерялись при переезде?» Отец молчал. «Ответь мне хоть на один вопрос. Ты всегда не отвечаешь на мои вопросы, сколько бы я ни спрашивала», — продолжала Лена. В воздухе повисла пауза. «Молчишь? Тогда я тебе скажу, как все было. Ты женился на молодой девушке. У вас появилась дочка, которую вы назвали Леночка. Когда ей было около 2 лет, по неизвестным никому причинам, ты забрал ее и увез в другой город. Через 10 лет вновь вернулся с ней обратно, в этот же город. Я полагаю, у тебя должна быть очень веская причина, по которой ты навсегда решил лишить меня мамы. Откуда ты все узнала?» Еле слышно прошептал мужчина. «Я приехала на вызов. На стене висел портрет молодой девушки, один в один похожий на меня. Поговорив с хозяйкой, я узнала ее фамилию, и она рассказала мне одну историю из своей жизни. Папа, зачем ты так поступил со мной? С нами?» Слезы градом лились по обеим щекам Елены. Отец по-прежнему сидел молча, глядя в окно. И тут мужчина промолвил: «Моя семья всегда была против этого брака. Тони была намного моложе меня. Мама всегда говорила, что она мне будет изменять, так как очень молода. В один из дней я решил переехать в другой город вместе с тобой. Я не хотел, чтобы она нас нашла. А после ухода моих родителей мы вернулись обратно, и я купил квартиру в другом районе, чтобы вы случайно не встретились. Но судьба распорядилась по-другому». Дослушав отца, Елена бросила все свои вещи, бегом выбежала из дома. Она спешила со всех ног к тому дому, где уже была сегодня ранее. На пороге появилась фигура все той же пожилой дамы. Она молча пустила Елену. Обе женщины стояли обнявшись и плакали. Сквозь слезы старушка тихонько шепнула на ушко: «Доченька, наконец-то мы снова вместе». Дорогие друзья, спасибо за время, проведенное со мной. Ставьте лайк и подписывайтесь на канал. Всегда рада видеть вас в новых видео.